Приветствую вас, мои дорогие зрители! Прибыли мы в небольшой латвийский городок в Курзаме. Донтанген – современное название Дундена. Впервые был упомянут в письменных исторических источниках в 1245 году, когда рижский епископ Николай подарил 200 акров земли своему домскому капитулу. И вскоре после этого рижский домский капитул начал строительство замка. Вот об этом замке окутано множество легенд и историй, и будет наш сегодняшний рассказ. Первоначально на замковом полуострове находилось поселение Куршин, которое в будущем еще долго соседствовало рядом с замком. В 1249 году замок был построен. Основные функции замок выполнял как место для администрации, то есть для префекта главы собора, и был чрезвычайно огромен для этой цели по тем временам. В случае войны замок использовался как военный опорный пункт. За время своего долгого существования замок неоднократно перестраивался. Несколько раз горел, как во время крестьянских беспорядков 1872 года, так и во время беспорядков 1905 года. Пережил войны, но всегда восстанавливался и расширялся. В основном замок менял своих хозяев не в результате войн, а в результате купли-продажи, что и сказалось на его сохранности. В итоге в ходе многочисленных реконструкций он постепенно превратился из крепости в роскошную резиденцию знати. Нынешний вид замок приобрел перед Первой мировой войной. Дальнейшие события в мировой истории принесли немалые беды народам на всей территории тогдашней Российской империи. Война, революция, гражданская война. Не удалось избежать трагедий и последнему хозяину этого замка – Кристиану фон Остензаге, род которых владел этими землями последние 674 года. После приобретения Латвии своей государственности в 20-е годы была проведена земельная реформа, результатом которой стала потеря многими землевладельцами своего имущества, предки которых владели своими родовыми поместьями на протяжении многих веков. Правда, трагедия случилась гораздо ранее и от других реформаторов-экспроприаторов. Подробности этой истории можно прочитать в описании под видео. Над сводчатым проходом в замок расположен герб замка, который был установлен после пожара 1905 года. Герб визуально объединяет гербы предшествующих владельцев, герб главы собора Риги, епископа Курляндии, а два герба, скрепленных вместе под общим шлемом, символизируют соединение двух семейств – Остен и Сакен. В последующие годы замок использовали для городских административных учреждений, школ и как дом культуры. Во время Второй мировой войны здесь размещался немецкий штаб. А в наше время замок считается центром культуры, отдыха и туризма. Ну и, конечно же, в любом старинном замке обязательно должно обитать свое привидение, и наш замок не исключение. Самой популярной считается легенда о Зеленой Деве, которая до сих пор гуляет по замку в полнолуние. Со всеми легендами и более подробной историей как замка, так и края можно ознакомиться, перейдя по ссылкам в описании под видео. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.